Всем привет! Сегодня мы приготовим тот самый рамен, который ел Наруто, но максимально большого размера. Отправляемся в супермаркет. Берем 2 свиных грудинки, целый пакет свиных костей, соль, разные перцы, оливковое масло, 2 бутылочки мирина, небольшая канистра соевого соуса, соевая мисо-паста, рыбный соус, также дорогущие водоросли комбу, листья нори, саке, коричневый сахар, мука, яйца, филе морского окуня, зеленый лук. Выбираем крупный репчатый лук, корень имбиря, много чеснока, грибы шиитаке и 1 рыбка камбала. Продуктов мы купили очень много, на огромный рамен этого точно хватит. Многие из вас, так же как и я, ходят по магазинам и покупают себе все необходимое. Наверное, нет ничего круче и выгоднее новых карт Тинькофф Black с 3 уникальными дизайнами на выбор и крутым кэшбэком. С ней вы получаете до 5 годовых на счет, 1% с любых покупок по карте, до 15% кэшбэка на выбранные категории трат и до 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. Кэшбэк приходит не баллами, не листиками с дерева, а настоящими рублями, которые можно даже в банкомате снять. Наличные можно снимать в любом банкомате мира. Бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк. И самое крутое для моих зрителей, эта карта даст вам 20% кэшбэка на игры Origin, PlayStation, Xbox и другие, 15% на Яндекс.Еду и Delivery Club и 10% на App Store, Google Play и Spotify. Торопитесь, таких карт выпущено немного. А если вы оформите карту именно по ссылке, которую я оставлю в описании до 30 июня, то у вас будет бесплатное обслуживание карты навсегда. Поэтому спешите оформить карту Тинькофф. Все продукты выкладываем на кассу. Попытайтесь в комментариях отгадать, сколько мы потратили. Чек покажу в конце видео, а комменты с правильными ответами буду лайкать. Также купили страусиное яйцо. И начинаем готовить рамен мы с бульона. Открываем пакет с костями и пересыпаем их в кастрюлю. Заливаем водой, так, чтобы она полностью покрывала кости. И отправляем вариться на плиту. Спустя 40 минут варки видим первый грязный бульон. Его нужно слить. Теперь нужно много репчатого лука. Срезаем корень, хвостик и напополам. Ну и снимаем шелуху. Таким образом чистим весь лук. В друшлаг высыпаем чеснок. Промываем его под струей воды. Переносим на досточку. И каждую головку чеснока разрезаем напополам, чтобы открыть зубчики. Итак, отправляем репчатый лук в кастрюлю с костями. Сверху чеснок. Также нужен имбирь. Нарезаем его в кастрюлю. Сюда же очень много зеленого лука и сушеные грибы шиитаке. Наполняем кастрюлю водой. И ставим на плиту. Открываем соевый соус и вливаем в кастрюлю. Также нужно саке. Тоже открываем и вливаем довольно много. Ну и коричневый сахар. Все, пусть теперь наш бульон варится 10 часов. А пока берем страусиное яйцо. Перекладываем в ведерко. Заливаем его водой. И тоже на плиту. Через 1,5 часа оно сварилось. Сразу заливаем холодной водой. И когда оно остыло, стучим им об досточку. И снимаем скорлупу.
Готово. В этом же ведерке сделаем маринад. Вливаем соевый соус. Столько же воды. Бутылочка мирина. Это японский уксус. Коричневый сахар. И все это перемешиваем. Опускаем яйцо в этот маринад. И оставляем в холодильнике до завтра. Следующий шаг — это нарутамаки. Нам нужно филе белой рыбы. Прижимая нож к столу, срезаем с филешек кожу. Она нам не нужна. Так повторяем с каждой филешкой. Разрезаем их напополам. И перекладываем в мясорубку. Перемалываем рыбу. Получилась целая тарелка фарша. Где-то треть перекладываем в пиалку. И заливаем розовым красителем. Перемешиваем, чтобы наш фарш окрасился в розовый цвет. Расстилаем пищевую пленку. Сначала отправляем на нее белый фарш. И разравниваем руками, чтобы получился тонкий слой. Готово. Сверху идет подкрашенный фарш. Сначала распределяем его. А затем тоже разравниваем, только так, чтобы сантиметр снизу и сверху оставался незаполненным. Теперь просто взявшись за пленку, заворачиваем все это в ролл. Края пленки закручиваем как конфету. И отправляем все это вариться. Достаем через 20 минут. Когда остыло, можно нарезать. Получаются вот такие красивые огромные нарутамаки. Следующий шаг — свинина чарсю. Хорошенько распластываем руками или молотком 2 свиных грудинки. Все это солим и перчим. Втираем специи руками. Переворачиваем кусочки и с другой стороны повторяем все то же самое. Складываем их друг на друга и плотно заворачиваем. Временно втыкаем палочки, чтобы все это не развалилось. И с помощью бечевки плотно обматываем свиной рулет со всех сторон. Достаем палочки. Теперь у нас получается рулет нормальной формы. Сковородку на плиту. Подливаем масло. И отправляем обжариваться свинину. Сейчас у нас задача задать хорошую корочку со всех сторон. Поэтому, как только одна сторона подзолотилась, переворачиваем на другую. Готово, рулет уже красивый, но сырой внутри. В чистую сковородку вливаем соевый соус, воду, мирин, коричневый сахар, зубчики чеснока и пластинки имбиря, ну и немного сока. Доводим все это до кипения и перемешиваем до растворения сахара. После чего кладем свинину, сверху накрываем шапкой из фольги и на очень медленном огне все это готовим 2 часа. Жидкость начала карамелизироваться, поэтому обваливаем рулет в этой глазури. На этом свинина чарсю готова. Снимаем с нее бечевку и нарезаем на кусочки. По-моему, получилось просто идеально.
Самое время сделать второй бульон. Главный ингредиент — рыба камбала. Опускаем ее в кастрюлю с водой. А второй ингредиент — это водоросли комбу. Достаем их. Половины такого огромного листа нам хватит. И разрываем его еще напополам. Помытые водоросли отправляем в кастрюлю. И ставим на плиту. Через 2 часа убираем водоросли комбу. И рыбный бульон уже сварился. Также готов наш и основной бульон. Вылавливаем из него уже ненужные овощи. Также достаем все кости. И все остатки вылавливаем в дуршлаг. Также ставим дуршлаг на кастрюлю. И вливаем через него рыбный бульон. С помощью салфеток убираем лишний жир. Добавляем рыбный соус. Также в сито выдавливаем полпачки соевой пасты. И растворяем ее в бульоне. Пробуем, что получилось. Мало соли, поэтому смело выдавливаем вторую половину соевой пасты. И размешиваем. Все, на этом этапе бульон для рамена полностью готов. Осталось сделать лапшу. Разбиваем в чашу 10 куриных яиц. Ставим ее на весы и всыпаем 2 килограмма муки. 360 мл воды. Устанавливаем чашу в комбайн и пусть все это замешивается. Также подсаливаем, чтобы лапша не была пресной. И вливаем оливковое масло для эластичности. И спустя 20 минут тесто готово. Оно получилось как надо. Отрываем кусочек. Припыляем стол мукой. И раскатываем тесто. Тесто очень тугое, но несмотря на это нужно раскатать его просто максимально тонко. Также присыпаем мукой сверху. И складываем пласт теста в пару раз. Затем ножом нарезаем на довольно широкие куски. Все это расправляем. И получаются вот такие широкие макароны. Все это отправляем в кипяток. И ждем, пока они сварятся. Собирать рамен мы будем в вот таком тазу на целых 20 литров. Вылавливаем лапшу. И перекладываем в нашу гигантскую тарелку. Я раскатывал, нарезал, варил и выкладывал эту лапшу минут 40. И наконец-то последняя порция лапши готова. Также нарезаем зеленый лук. Страусиное яйцо за все это время хорошо промариновалось. И стало такого черно-коричневого цвета. Разрезаем его напополам. Также в интернете мы заказали вот такие ростки бамбука. Открываем их и видим какие-то листья. Сворачиваем их в трубочку. Готово. Для сбора нашего огромного рамена уже все подготовлено. Сначала выкладываем листы нори у стенки тарелки. Дальше идет свинина чарсю. Маринованное страусиное яйцо. Наруто маки. Ростки бамбука. Ну и горсть зеленого лука. Остается последнее. Зачерпываем ведерком наш бульон. И аккуратно выливаем его в тарелку. И еще одно ведерко бульона.
Все, на этом наш гигантский рамен полностью готов. Он получился просто нереально красивым. Если вы знаете хоть одно блюдо из аниме настолько же прекрасное, как этот рамен, то пишите его в комментариях. Возможно, мы его увеличим. На его приготовление ушло 2 дня. Чек с продуктами составил 3400 гривен. В рублях это 9000. Кто угадал, поздравляю. Давайте же наконец-то его попробуем. Итак, первым делом пробуем самодельную лапшу. Да, она очень вкусная, не зря я с такими усилиями все это раскатывал. Ростки бамбука. Очень странная такая кисло-хрустящая штука. Отрезаем кусочек свинины черсю. И эта нереальная кисло-сладко-соленая корочка имеет просто офигенный вкус. Отрезаем кусочек маринованного страусиного яйца. Белок стал гораздо плотнее и напитался таким кисло-сладким вкусом. Нарутамаки. На вкус как рыбка на пару. Ну и то, что готовилось дольше и сложнее всего, бульон. Да, он невероятно насыщенный. Я много раз пробовал рамен в ресторанах, но настолько насыщенного бульона не было нигде. И еще одно, вы, наверное, не знали. У меня есть англоязычный канал Vanzai Kitchen. Поэтому, кто изучает английский, либо у кого есть англоязычные родственники, переходите по ссылке в описании. Сразу огромная благодарность тем, кто посмотрит эти видео от начала и до конца. Поставит лайк, напишет комментарий и подпишется на канал. А если на этом видео вы наберете 300 тысяч лайков, то я обещаю придумать что-то еще нереально интересное и сделать это в огромном масштабе. Делись роликом со своими друзьями. Всем пока!